Всем привет, меня зовут Шура и добро пожаловать ко мне на канал. В этом видео мы с вами наконец-то закончим вот эту вот сумку от Долин. Ее можно носить как на цепочке, на длинной, так и просто с ручкой. В общем, очень вместительная, очень интересная сумка получается. В этом видео я покажу вам, как пришить клапаны, приделать замок сумки. И в принципе все, наша сумка будет готова. Так что не буду разглагольствовать, пойдемте покажу, как это сделать. Итак, по многочисленным просьбам я буду пришивать свой клапан леской. Я уже вот здесь вот надела леску на иглу. Леску отмерила приблизительно 4 длины вот здесь вот моей сумки. И теперь приступаем к пришиванию. Смотрите, вставляем иглу где-нибудь вот здесь вот с краю. Так, чтобы она у нас ушла на изнаночную сторону. Вот таким вот образом у вас должно это все получиться. Вот этот край лески, который у нас торчит с лицевой стороны, да, грубо говоря, мы вставляем в первую из бусин. Вот так. Теперь берем вторую иглу, продеваем эту леску через иглу, чтобы просунуть в нашу сумку, потому что очень тяжело запихнуть леску через трикотажную пряжу. Все, здесь иглу убираем и аккуратно подтягиваем. Вот так это должно у вас получиться. Разворачиваемся аккуратненько. Мне немножко неудобно показывать это все на камеру. Здесь нам нужно сделать узелок. Мы вытягиваем нить, которая идет у нас с этой стороны посильнее. И здесь оставляем небольшой хвостик в самом начале. Иглу убираем. И связываем наши хвостики. Связываем потуже, чтобы они не развязались. Вот что у меня получилось, пока здесь сильно туго я не завязала, мне немножко неудобно делать это на камеру, я потом это все дело подтяну. Что мы делаем дальше? На вот этот вот длинный свободный край лески мы надеваем иглу и пропускаем ее через наше вязаное полотно. Вот так. Иглу убираем. И с этой стороны мы должны вставить леску в бусину. Вставляем леску в обратную сторону. Вот, то есть у меня она вышла, видите, на третьей бусине. Я ее вставляю в обратную сторону, чтобы у меня была привязана каждая бусина. Снова надеваю иглу. Очень тяжело в этом плане. Постоянно надевать иглу, вставлять это все дело в полотно. Вот смотрите, я вставила в обратную сторону, и теперь иглу вставляю снова в полотно, также в обратную сторону. То есть мы будем делать туда и обратно стежки. И теперь поправляю все свои торчащие лески. Вот так. Разворачиваю полотно и вывожу где-нибудь рядом, так, чтобы зацепить следующую бусину. Обратите внимание, здесь пока все распущено. Это все нужно будет по ходу дела хорошенько подтягивать. Мне просто это делать не очень удобно на камеру. И вставляю уже в следующую бусину. То есть мы здесь, куда придется, туда и вставляем. Обязательно проверяем и делаем это так, чтобы у нас каждая бусина в итоге была привязана к нашему полотну. Снова в иглу и через полотно. Вытянула. Здесь пропускаю небольшой промежуток, вытягиваю леску, достаю иглу, проверяю, где у меня вышла леска, и вставляю в ту бусину, напротив которой у меня вышла леска. Аккуратно это все дело подтягиваю. Снова возвращаю иглу. И вставляю на шаг назад, так как у меня здесь пропущена одна бусина. Вот так. Вытягиваю полностью всю леску. Ухожу снова на шаг назад.
Опять вытягиваю всю леску, подтягиваю все это дело хорошенько. И ввожу следующую бусину, свою леску, ту, которую я пропустила. Снова возвращаю иглу. Ввожу ее в полотно. Вытягиваю всю леску и иду дальше. Убираю иглу и вставляю следующую бусину, которая у меня не привязана. Вот так. И не забываем это все хорошенько подтягивать. Возвращаю иглу. Вставляю ее в полотно. Отступаю. Далее вставляю леску в следующую бусину, в противоположную сторону, ту, которую пропустила. И подтягиваю. Снова возвращаю леску на иглу. Прокалываю полотно в том месте, где оно у меня вышло. Вытягиваю леску. Возвращаю ее на шаг вперед. Подтягиваю. И продолжаю вставлять леску далее в следующие бусины. Таким образом, я пройдусь до конца. Итак, я дошла до конца, вытянула нить в сумку внутрь. И теперь, смотрите, нам нужно спрятать нашу ниточку. Продеваем ее снова через иглу и выводим еще раз на лицевую сторону. Подтягиваем хорошенько. И теперь, смотрите, точно так же, как мы прятали нити в клапане, да, леску в клапане, извиняюсь, мы будем прятать их здесь. То есть наш хвостик мы будем пропускать через вот эти вот наши бусины в обратном порядке, стараясь сделать как можно больше закруглений, чтобы леска держалась как можно лучше. В общем, я его спрячу чуть позже. Принцип того, как прятать этот хвостик, думаю, вы поняли. И вот что у нас получается. Здесь наш узелок хорошенько подтянутый. Нам нужно будет подстричь аккуратненько и приплавить зажигалочкой. Только так аккуратно приплавляйте, старайтесь, чтобы у вас ничего не сожглось и леска не порвалась. Вот так. Ну и вот что у нас получилось с этой стороны. Видите, мы просто ручками помогаем себе, выпрямляем наши бусины. И вот так выглядит наш пришитый клапан на сумке. Здесь нам осталось только пришить вот эту вот вторую часть замка. Мы выставляем клапан так, как он будет у нас стоять. Прикладываем наш замочек. И приблизительно вот в этом месте он у меня будет стоять. Я беру нить, небольшой отрезок, сантиметров 25-30 будет достаточно. Вот такой. Слегка подтягиваю. Беру иглу для пряжи. Продеваю нить в эту иглу. Так, осторожно придерживаем. Находим центр. Аккуратненько придерживаю, вставляю иглу между столбиками, снутри сумки. Хвостик обязательно оставляем, чтобы было за что закрепить. Проверяем, чтобы нить не перекрутилась. И начинаем пришивать. Здесь, в принципе, все просто. Мы вставляем иглу между столбиками. Она легко очень заходит. Единственное, мне неудобно показывать это на камеру. И смотрим за тем, чтобы вот эта ниточка у нас не перекручивалась. Чтобы она выходила ровно, аккуратно лицевой стороной. Вот так. И делаем
вот таких вот несколько стежков. Можно рядом, можно делать небольшие промежутки. Все зависит только от вашей фантазии. И самое главное, пришить наш замочек ровно посередине нашей сумки, чтобы он у нас не оказался где-нибудь справа или слева. Вот так вот я привязала свой замок. И моя сумка почти готова. Вот так вот она у нас будет выглядеть. Что нам осталось? Нам осталось одеть цепочку. Я буду использовать вот такую вот пластиковую цепочку крупную под цвет к сумке. Также буду использовать вот такие вот карабинчики маленькие, 20 миллиметров. Продеваем мы сначала карабин через цепочку. Осторожно. И надеваем вот так. То же самое повторяем и с этой стороны. Не забудьте выпрямить цепочку, чтобы она у вас не перекрутилась. Вот так. Сначала на цепочку и на сумку. Вот такая вот сумка у нас получилась. Вот такая вот красота. Вот так она выглядит с обратной стороны. Вот так она выглядит с передней стороны. Ручку можно делать, можно не делать. Также цепочку можно одевать, можно не одевать. Можно оставить ее и так. Вот такая красота. Здесь я уже спрятала все ниточки. Вот такая вот она у нас вместительная. Достаточно хорошо держит форму. Клапан немного тяжеловат, поэтому будьте осторожны. Все-таки это бусины. И вот такая красота у нас получилась. Спасибо, что дождались продолжения. Если было интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если остались вопросы, пишите обязательно в комментариях. А я пока пойду готовить новый мастер-класс.